Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендже Sims 4. Наша Сэмми такая довольная, потому что на самом деле ей дали выспаться. Она отдохнула, она выспалась, восстановилась после вчерашнего. Кто смотрел прошлую серию, те знают, что там был, ну, мягко сказать, ну, не кошмар, но перегруз. Все на свете, короче, было. Я их вернула домой, восстановила, отоспала, отъела, отвела в душ, короче, привела их в порядок. И сейчас, на самом деле, очень раннее утро, они почему-то все проснулись. Видимо, у них, кстати, хорошая кровать. Все-таки нужно проверять, сколько там бодрости она дает. Они достаточно быстро высыпаются. И это дает им дополнительное время бодрствования. Хотя потом они на самом деле хотят быстрее спать. Ну, неважно. Так вот, и вы это заметили, и я это заметила прошлой, позапрошлой серии. Я думаю, ну, как бы прошлая еще как раз не вышла на данный момент, то есть я записываю заранее. Я думаю, вы вообще расстроитесь, те, кто это заметил. Так вот, что надо было заметить? То, что наша Сэмми оказалась просто какой-то на обочине жизни, короче. Тымин у нас звезда, он у нас в ветеринарной клинике, он у нас там и здесь, и все ему, и все мы вбухиваем все деньги в эту ветеринарную клинику, а наша бедная Сэмми вот в прошлой, позапрошлой серии она все ему помогала, с детьми сидела, убирала, стирала, готовила, а он с этой ветеринарной клиникой, короче, все ему. Я считаю, это несправедливо. Точно так же, как и вы, что это обидно, это неприятно, и нужно это исправлять. Соответственно, мы в этой серии будем исправляться. Эта неделя будет посвящена исключительно Сэмми. Ну, то есть ее нуждам, ее желаниям. Вот. И точно так же, как и Тымин, она решила топнуть ножкой и сказала о том, что ветеринарная клиника в Винденбурге это не очень хорошо. Это не тот город, в котором я хочу находиться, учитывая то, что он как бы и намекает на то, что нужно переезжать туда, мы должны там жить. Но Сэмми говорит, нет, я там не хочу жить, я хочу жить в новом городе, который придет к нам в новом дополнении. Так, я слишком долго, как обычно, говорю, вы мне тоже об этом говорили. Давайте я пока начну. Сейчас я вам буду рассказывать. А новый город, который пришел с дополнением про свадьбы, но на самом деле я записываю этот ролик, когда он еще не вышел, это дополнение не вышло. Но когда уже стало известно, что оно будет во всем мире, все классно, мы победили, мы молодцы, комьюнити прекрасное, и оно принесено на 23 февраля. Вот, и у нас будет новый город, и мы туда, скорее всего, переедем. Короче, сейчас я буду рассказывать. Я сейчас им все назначу. А что у нас, кстати, вот тут такое? Кустик бонсай. И я хочу что-то, я слишком много всего хочу, как обычно. У меня мысль идет вперед моих действий. Сейчас я им назначу все действия, и тогда буду с вами разговаривать. Во-первых, нам нужно проверить 2 дня, 2 часа. Вот через 2 часа наша Сэмми пойдет на учебу. У нее все прекрасно. А домашка у нее есть, скажите мне? Выпускной экзамен, сдать курс. Она уже курсовую? А, точно, она же тогда писала, там сидела. Домашнее задание завершено. Ой, завершено, она молодец. Она, как всегда, молодец и умничка. Давай тогда займемся садоводством. Но цветочки мы не будем сейчас продавать. Пожалуйста, собери весь урожай. Потому что я вам сейчас расскажу, почему. Так, Тымин, у тебя тоже все прекрасно. Слушайте, я прям привела их действительно в порядочек. У нас занятие через 6 часов, через 4 часа. У тебя вот как раз-таки понедельник, среда, пятница. Вот, мы во вторник и в четверг все-таки поедем тогда в ветеринарную клинику, с которой я сейчас вам расскажу, что мы будем делать для того, чтобы все-таки разгрузить нашу Сэмми. Тогда иди, пожалуйста, постирай, дорогой мой человечек. Взять белье и убрать. У тебя через 4 часа ты успеешь. Ты молодец, ты успеешь. Смени, пожалуйста, воду и потом постираешь. У нас тут можно еще проверить? Нет, уже нельзя проверить карманы, а здесь тоже нельзя. Ладно. Так, девчули мои, целых 3 штучки. Да, девочки мои. Что, у вас тут все хорошо? Играйтесь, пожалуйста. Вместе играть куклы с какой-нибудь из сестер. А Лили тогда у нас будет играться сама с чем-нибудь. У тебя что-нибудь есть?
Мы кубики там забыли, блин. Мы в ветеринарной клинике забыли кубики. И один, ну, туалет, ладно, там один забыли. Мы что-то все там позабывали, кроме ноутбука. Так, все. Я всем все назначила, пусть они занимаются. Что я говорила про новый город, что Сэмми как бы сказала, что ты, Мин, я, конечно, тебя очень люблю, но мы все время как бы опираемся только на тебя, на твои желания, пожелания, все, что ты хочешь, мы делаем. Вот теперь я хочу, чтобы мы поехали в этот прекрасный, замечательный город, хотя дополнение не вышло, но я уже видела этот город, я в него влюбилась, он такой прям... Я очень хочу в него, я очень хочу в него переехать, и у нас есть прекрасный шанс туда переехать. Да, придется продать существующую ветеринарную клинику, мы потеряем весь прогресс, но ничего страшного, у нас Тымин уже будет очень даже такой, как сказать, прокачанный, у него же будет уже достаточно высокий уровень способностей, я думаю, он достаточно быстро поднимет ветеринарку, ну, как бы новую. Я все-таки предполагаю, что мы переедем. Вот, в этот новый город. Я забыла, как он называется. Сэмми у нас закончила. Ну, иди попылесось, что ли. Я даже не знаю. У нас прям все так хорошо, что я даже не знаю, чем заняться. Удивительно. Что я говорила, что я говорил? Я говорила о том, что все-таки мы переедем, мы там все продадим. Вот эту квартиру, конечно, мы продавать не будем, и, в принципе, мы не сможем ее продать, потому что должен быть какой-то жилой участок, чтобы можно было переехать на общественный. Но мы все-таки здесь закончим наш ремонт. Соответственно, нам очень сильно нужны деньги. Плюс, я напоминаю, кто не смотрел прошлую серию, у нас там случился конфуз с с этой камерой, короче, которая хирургическая. Нам она очень сильно понадобилась, потому что там было животное, которое, кроме как в этой камере, нельзя было вылечить. То есть там есть часть болезней, которые можно вылечить вот этой хирургической камере, как раз-таки на столе, а есть какая-то часть, которая только в этой камере. И, короче, у нас было такое животное, я купила, я им добавила 2500, я просто у них отниму. Это типа микрозайм я им дала. Ну, давайте 2600 они мне будут должны с процентиками, будут мне должны. В итоге у нас есть долг, висит на нас, у нас еще висит ремонт, и нам, конечно же, для того, чтобы полностью переехать в наш этот общественный участок, нам нужно там построить хоть какой-никакой, но дом, чтобы все наши детки, конфетки разместились, и чтобы у Сэма и Тэмина тоже что-то было приличненькое там. Вот. И поэтому я еще подумала о том, что я хотела на самом деле вернуться к преподаванию йоги, но у нас сильно холодно еще. Что это? Что? А ты не можешь уже на учебу пойти, а? Было вообще идеалиш. Ну, протри пол, пожалуйста. Раз ты пока не хочешь идти на занятия. Короче, нам нужно очень много денег и очень быстро эти все деньги, потому что не хочу сильно затягивать. Вот, как вы понимаете, настоящий капитан-суетолог — это на самом деле я. Вот, поэтому нам надо это все быстренько обстряпать и переехать в новый город. Я так туда хочу, я просто мечтаю. Мне кажется, это идеальный для них город. И как раз я думаю, что к концу этой недели наша Пайпер вырастет уже взрослым. Мне кажется, там уже как раз времечко-то подошло уже. Что-то в таком плохом настроении. Время подошло, и поэтому взять белье и повесить на веревке. И почини, пожалуйста, ты же у нас умеешь. Попытаться починить, да. Вот. Я опять забыла, что я вам хотела сказать. Мне слишком много идей, мыслей и всего прочего. Последняя мысль, которую я вам хочу донести, помимо того... Нет, две последних мысли. Во-первых, я обязательно возьму второго ветеринара. Я сказала о том, что я думала вернуться к йоге, но еще слишком холодно, поэтому все-таки нужно в ветеринарке хорошо зарабатывать и раскачать ее полноценно. Для того, чтобы Сэмми не помогала Тэмину, только в самых крайних случаях я все-таки возьму себе дополнительного ветеринара. Без этого оказалось никак не получается. Но наша Сэмми займется созданием букетов. Потому что я тут недавно строила... Что, капает еще? Недавно строила цветочный магазин. Попробовала делать букеты. И это, оказывается, так прибыльно и так круто.
И мне это так понравилось. Я просто думала, что вот эти все букеты продавать — это какая-то шляпа, короче. Этим не заработаешь. Но оказалось, очень даже заработаешь. Очень хорошие деньги. Мне кажется, как раз-таки для Сэмми очень это сильно подойдет. Соответственно, вот я сейчас попросила ее собрать цветочки. У нас же есть какие-то цветочки, причем такие достаточно хорошие, дорогие. Ну, почему бы и нет? Почему бы и не О, наша Сэмми вернулась, хорошо. Не надо будет детей сдавать, хотела сказать, в детдом. Нет, конечно же, в детский сад. Так, что у нас там? Сэмми с уверенностью сдает домашнее задание, выжимает из лекции все знания до капельки. Хорошо, прекрасно, замечательно. Это все пылесос. Хотите хорошо учиться? Пылесосьте комнату. Так вот, наша Сэмми, сейчас я ей куплю этот стол, мы начнем делать букеты и посмотрим, как это все у нас пойдет. Я думаю, мы быстрее так деньги заработаем, потому что, повторюсь, я очень сильно хочу переехать. И Сэмми тоже очень сильно хочет. Это ее заветное желание. Когда она увидела буклеты нового города, она в него влюбилась и сказала: все, мы туда переезжаем, там есть пляж, там есть все на свете. Он такой весь розовый, приятный, там есть водопад, что я хочу туда. Все мы хотим туда. Соответственно, сейчас мы вернемся через паузу. Кстати, хочу заметить, что теперь они оба стали ходить в пижамах на учебу. Это, конечно, меня немножко добивает. Но, как видите, наша Сэмми вот в новом костюмчике, и не скажешь, что это пижама. Просто такая суперкомфортная какая-то одежоночка. Вот, так она покушала. Сейчас мы пойдем и сделаем наш первый букет. И, кстати, я даже не дополняла им денег. Нам всего хватило собственными силами купить, потому что я собрала же урожай, а там неплохой урожай оказался, представляете? Короче, денег хватило на вот эту штуку, она 257 миллионов стоит, не так уж дорого. И я детям тут игрушки купила, потому что вот это таскать туда-сюда не стоит не так дорого. И второй горшочек тоже купила, потому что все-таки 3 детей и 1 горшок — это маловато, маловато. Вот, давайте-ка А что она собралась? Она на тараканов, как обычно. У нее же есть какие-то цветы. Я тут заглядывала. У нее какой-то целых 4 вида цветов. Я не поняла, откуда. Но они откуда-то у нее есть. У нее есть лилия, у нее есть подснежник, у нее есть бегония и есть георгина. Вот так вот, вы понимаете? Нам надо еще что-то, кстати, вот у нас есть горшочки, потому что здесь у нас дерево авокадо, оно нам неплохие деньги приносит, мы его не будем ничего с ним делать. Вот зеленый горошек можно выбросить, ну, в смысле того, что зачем он нам нужен. Нам легче покупать, на самом деле, продукты. У нас тут картофель и грибы, а оно нам не надо. Так, создать композицию. Давайте попробуем все. Так, вот, у нас А чё у нас? А почему мы не мы, наверное, у нее не хватает навыков. Видимо, слишком хорошие цветы. Обидно. И этот подуб у нас, на самом деле, можно было бы его вырастить самостоятельно. Он стоит очень дешево. Давайте пока из маргариток что-то сделаем. Попроще. А у нас тут дождь, что ли, шпарит? Ага, я не заметила. Блин, я забыла. Ай-яй-яй-яй-яй, я забыла. Блин. Ну, сейчас с нами пойдет на работу, кстати, вечером. Ну, чё ты не идешь? Так, дети кушают. Этот пытается все починить. Он уже починил, что ли? У него, кстати, сейчас учеба начнется. Ты все починил? Ну, наконец-то. И таракашка, по-моему. Он тоже... Нет, таракашек он так и не уничтожил. Кушайте таракашечки. Таракашечки и покушай. И, наверное, ты уже пойдешь на учебку. Ну что, смотрим, что мы вообще тут сделаем, что у нас будет, как это все будет у нас выглядеть. Мне очень интересно, сможем ли мы раскачаться. А что ты стоишь и ничего не делаешь? Так, ну наконец-то она начала что-то делать, что-то подвисла, малышка моя. Вот. Потом мы еще сможем делать и эти свадебные букетики, пока не можем. Еще одну вещь я забыла вам сказать. Повторюсь, я это записываю до того, как у меня появилась еще, рано. Свадебные истории еще не появились, но я увидела, что там есть. Такая прекрасная вечеринка, которая называется «Обновление клятв».
Я знаю, что эта вечеринка это когда уже замужние пары просто как бы ну, собираются еще раз. Это типа вот как мы юбилей празднуем там супружеской жизни, там 5-10 лет. Они вот собирают всех друзей и как бы заново говорят клятвы друг другу, что я тебя буду там любить вечно, у нас все будет прекрасно. Я думаю, что, учитывая то, что наша пара, она же тогда просто типа расписались они быстренько под дождем тоже там вдвоем. У них не было никакого торжества, сами уже была беременна, как бы это вообще было не до того. Да и сейчас немножко не до того. Но когда они поправят свое материальное положение, я думаю, что мы закатим большую вечеринку. И я наряжу Сэмми в платье, и она будет красивая, и Тэмин будет в костюме, и детки будут бежать вот эти вот лепесточки рассыпать. Я думаю, это будет очень круто. Я мечтаю уже об этом, честно признаться. Я не знаю, когда это произойдет, но я надеюсь, очень скоро. Но, скорее всего, вот как раз, когда мы переедем. А переедем мы Э, я думаю, что, когда мы закончим здесь квартиру нет, извините, когда мы закончим здесь квартиру, то мы продадим ветеринарку, короче, сгребем все деньги в кучку и посмотрим, что у нас получится. Но я думаю, как минимум минимальный участок с минимальным домиком мы сможем себе позволить. Чё она чихает и чихает? Чё-то как-то очень долго она делает этот букет один несчастный. Меня это немножечко пугает. В общем, произошло что-то очень странное. Сэмми такая собирала букетик, быстренько собралась и убежала на работу. Она где-то тут бежит в своем там плавательном костюме. Вот видите, она такая смешная. Она в туалет, бедная, ходит. Каждый раз, кстати, новенький костюмчик. Так интересно. А одна ласта загнулась. Классненько. Но давайте тогда Тымин у нас посмотрит, что вообще она тут наделала. У нас мы потратили 9 миллионов, и мы продать можем за 12. Серьезно. Давайте хотя бы выберем вазу с конфетти в виде птичьего гнезда. Ну, давайте. Кстати, такой видончик у нас получается симпатичный. У нас там не прибавилось? Нет, не прибавилось. Обидненько. Обидно, досадно, но ладно. Ну, в смысле, вот тут, когда стоишь, так собираешь букетик, дождик капает. Ну, я, конечно, думала, что я прям сейчас раскачаюсь на этих букетах, буду зарабатывать миллионы. Ну, да. А наша малышка что, легла спать, что ли? Реально. Она взяла и легла сама спать. Я, кстати, у меня, кажется, были запрещены Они все легли спать. Серьезно? У меня, кажется, были отключены ну, как свободная воля или что-то такое, короче. А что ты? Что это? Что? Ты опять не избавился от тараканов. Просто избавься от них уже и все. Тут ходит, что это, что это. Итак, доброе утро. Снова наша Сэмми. И, как вы видите, мы в Винденбурге. Кстати, я вспомнила, как называется новый город. Тартоза. Почему-то мне Картоза какая-то постоянно хочется сказать. Но Тартоза. Или Картоза. Или Тартоза. Ну, короче. Вы узнаете очень быстро. На самом деле, вы на этот момент уже будете знать, как она называется. Так вот, мы все приехали. Вот Антимин, который такой опять всей семьей в ветеринарной клинике. О чем мы так быстренько, видимо, убегали, что наши дети почему-то в пижамах поприходили. А еще нас тут Катарина ждет. Вот она уже типа, а я уже здесь, я знаю, у вас тут клиника. Я вот не помню, она всех своих котов все-таки принесла? Да, по-моему, она последнего. Тогда мы мучились с Эми, все пытались его вылечить. Кого ты в этот раз привезла? Кого? Скажи. В глаза смотри. У тебя всего 4 кота, больше никого нету. Так, я хотела, точнее, не хотела, я забыла вам сказать о том, что Сэмми, конечно же, не покинет свою мечту насчет того, что она все равно станет преподавателем, но у нее будет хобби в виде букетиков. И все. И немножечко она все-таки будет помогать нашему Тэмину, но только вот будет делать укольчики. Кстати, надо как раз ей сейчас это все назначить. А что у нас тут хирургическое? Почувствование животика, успокаивающее лакомство. Ну, короче, вот она только это будет делать. Нам надо еще холодильничек, конечно, завести. Так, ну, пока 2 хватит или... Ладно, еще. По 2 этот.
Так, все, она больше ничего не будет делать. А Сэм, точнее, Тэмин, все нормально, я всех путаю, сейчас возьмет и возьмет, ну, как бы возьмет и возьмет себе ветеринара. Сейчас мы посмотрим вообще, кто у нас тут есть. С обаянием есть, а с ветеринарией у нас никого нету нормального. Так, здесь 3. Мачо-мучачо такое. Женщина у нас есть. Давайте ее возьмем. Окей. Посмотрим, как это повлияет на наш доход. Но нам в любом случае надо что-то делать, потому что это вообще не дело. Потому что, ну, вы помните, что было в прошлой серии. Это был просто какой-то кошмар. Это был просто кошмар. Так, включим наушнички, то он что-то немножко загрустил. Хип-хоп, давайте ему вырубим. И мы открываемся. Как вы помните, нам нужно заработать 2500. Ну, плюс, кстати, нам надо купить. Нам еще очень сильно надо. Что нам надо? Нам надо заплатить за этот коммунальные. А то нам вырубят свет. И что мы будем делать? Что такое? Что ты хочешь? Тянуться? Так, наша женщина пришла. Давайте с ней познакомимся. Наш ветеринар. Управлять что мы можем? Узнать мнение о работе. Давайте спросим, что она вообще думает. Так, а малыши там пусть сами развлекаются. Я взяла еды им, кстати, я не забыла. Чё она? Все в порядке. Хотя я не могу сказать, что это работа моей мечты. Отлично. Ну, такое. Ой, нам надо этот, конечно, бы... Поищи детали, потому что немножко расхламишь бардачина, потому что нас сейчас будут рассказывать о том, что у нас тут вонякает, вообще ужасное состояние, положение, вообще все на свете. Интересно, она уже делала хотя бы одну штучку? Так, я хочу взять первого посетителя. Это мой пациент. Не бери его. Приветствовать. Потому что я хочу занять эту камеру. А дети там что-то сами по себе. А вот у нас уже второй посетитель. Это все-таки Катарина пришла со своим котом, видимо. Так, ну что, давайте. Поехали. Нет, не поехали. Я хотела посмотреть. Она что-нибудь уже успела сделать? Еще нет. Блин, обидно. Очень надо. Но она скоро доделает. Так, давайте уже тут здороваться. И вперед. Так, ага. Туалет. Она у нас украла пациента. Слушайте, прикиньте. Все-таки Катарина пришла с котом. Вот я так и знала. Ну, давайте тогда Катарину. Ну, хорошо, она не позарилась на нашу камеру. Эту хирургическую. Потому что, мне кажется, в ней как-то повеселее. Но, наверное, она, кстати, не может еще, потому что у нее навык ветеринарии там небольшой, а у нашего Тэмина получше. У него уже 7-й, скоро уже 8-й уровень. Так, да, лечи, пожалуйста, пациента. А куда ты пойдешь? Он сейчас сам выберет, да, куда он пойдет? Эть. Он пошел на эту штуку, прикиньте. Надо продать ее. Или спрятать хотя бы. Потому что я хочу, чтобы он все в камере делал. Мне кажется, так быстрее. Или мне кажется. Так, у нас чувак супер дискомфортный. Отлично. Но это не наш пациент же, да? Нет, не надо болтать с Джессином. У тебя вообще-то кот есть, который вот тебе надо... Так, мне кажется, Сэмми уже сделала какое-то... Ага, она уже сделала какое-то количество. Ну, что мы вот это вот все делаем? Зачем оно? Что? Диагноз неизвестен, да? Серьезно? Мы так и не знаем, что у вас осталось. Да, я в курсе. Что нам делать-то? Отключила электричество, блин. И что нам делать? Лакомство. Давайте на свой страх и риск. У нас диагноз неизвестен.
Ничего, скрестим пальцы. Повезет нам, не повезет. А у него там хип-хопчик такой играет. И вот все хорошо. Так, и чего? О, нам повезло. Нам повезло. Нам просто повезло. Так, у нас, короче, какая-то награда там еще, мне кажется. А эти там что-то еще колупаются. Не поняла, что такое. О, у нас тут посетителей куча всего. Куча посетителей. Так, наша Сэмми вернулась уже на самом деле с работы. Она весь день в итоге делала вот эти все сыворотки, при том, что я говорила о том, что все, Сэмми не будет больше работать, помогать ветеринарке. И в итоге она весь день занималась исключительно ветеринаркой, по сути. И не сделала ни одного букета. Я сама себе противоречу, мне это противно. Ужасно. Я не человек слова оказался. И давайте это, конечно же, исправлять. Хотя уже, конечно, поздно. Кстати, наша ветеринарка вот со вторым ветеринаром работает, честно, так себе, откровенно. Вот, так делают все, потому что у нас вот, смотрите, у нас есть цветочки, белые хризантемы, летнее утро. У нас все для этого есть, наконец-то. Пусть она делает свой букетик. И я что хотела сказать? Ага, мы вылечили пациента. Короче, вот эта женщина, которая второй ветеринар, она как-то так это все делает медленно. Она с такой паузой берет персонажей, так это вот оно, да? Она, в общем, стоит, ждет, что-то мнется. Короче, ну и при том, что пациент вот стоит перед ней. Я не знаю, почему это так долго у них происходит. То есть за это время, пока Тымин, короче, принял больше персонажей. Хотя в этот раз все-таки я, точнее, протупила, как обычно. Как обычно. Ну, проблемы всегда из-за меня. Но в том плане, что я почему-то решила, что теперь можно осматривать в камере, в этой хирургической, при том, что это хирургическая камера, которая предназначена для операций. Почему-то я решила, что там удобнее, что там будет вообще классно. И туда-сюда, короче, гоняла первого пациента. Так, наша Сэмми тут собирает. Смотрите, какой красивый букетик. Интересно, желтенький. А что там будет дальше? Так, а мы вот уже... У него, кстати, по-моему, повысился уровень. Лечение. Лекарство панацеи. Давайте. Вот видите, она просто стоит. Вот 2 пациента целых. Они просто стоят. Вот, ну хорошо, хоть нет. Я думала, она подойдет, сейчас хоть кого-то вылечит. Она просто типа, ой, вонякает. А вот это не пациент, что ли? Нет, вот хозяин. Короче, надо срочно спасать свою ветеринарку, потому что все как-то вырвало. Все как-то вырвало. Так, с нетерпением. Давай принимай, потому что нам нужно долг выплачивать. У нас там отключено электричество, между прочим, кто не помнит. У нас там 600 с чем-то. Вот, в общем, как это все так. Ой. А ну-ка, посмотрим. Смотрите, как красиво. Фиолетовый, желтенький, зелененький какой-то. Симпатично. Давайте 45. Ну, так. Ну, за счет того, что мы вообще ничего не потратили. Давайте из белого золота. И продать. Ну, 45 тоже хорошо, тоже хорошо. Так, что у нас тут? У нас тут дети колбасятся. Они все неприкаянные. Это вообще нехорошо. Так, что мы еще можем сделать? Она тут прокачалась немножко, да? Роза. Ну, как-то дорого сильно. Шафрана. Хризантема еще. Вот, давайте свадебные кружева. У нас нету роз, но есть хризантема. Так, ну что, мы теперь ждем, пока наша дама закончит, чтобы мы могли закрыть. Потому что она просто гладит, по-моему, этого кота и не осматривает вообще его. Нам как бы надо, чтобы они уже закончили бы, как бы. Уже все немножечко устали. О, малые тут развлекаются. Короче, по полной программе. По полной программе. Так, Сэмми закончила букетик. Это хорошо.
Именно там развлекается с детьми как может, потому что эта тетенька так и не хочет ничего делать. Слушай, мне так нравится вообще, это красиво. 36 мы даже не отбили вообще никак. Что-то хотела вообще сделать. Смотреть просто. Короче, сейчас пока бесполезно. Надо подрастить себе растений, потому что, ну, короче, без растений это вообще невыгодная все-таки история. Да, уставать, потому что она... Блин, я ругаться буду. Ну, конечно, она устает. Она 350 лет мучает этого кота. Мы открыты уже 15 часов, а она все не... Она ничего с ним не делает. Она его не осматривает. Ничего. Я не знаю, что мне делать. Просто. Они там застряли, такое ощущение, что... Они же все вместе уже тусуются, ждут, знаете, на выходе. Когда же она закончит? Когда мы уже сможем поехать домой? Мы уже приняли всех пациентов. Мы уже очень сильно хотим есть, спать, а она тут все копается. Слушайте, ну это издевательство. Она уже сколько? Половина четвертого, она так и не закончила осмотр. Вы представляете? Все, я закрываю. Это форменное издевательство уже над всеми на самом деле. Заработали мы 1900, кстати, неплохо. Но мы, кстати, ни одной этой не заработали. Потому что она, блин, тупит. Так, мы приняли 7 посетителей за 17 часов, обалдеть. Задолженность 160 мы заплатили. Ну, терпимо, терпимо. Если бы она еще, блин, работала нормально, надо было заплатить за ее обучение, на самом деле. Хорошо было бы. Ладно, все, поехали домой, потому что это просто какой-то кошмар персональный для нашей семьи. Видите, что здесь происходит? Так, прямое включение, следующий день, обед уже на самом деле. У нас, кстати, опять дождь идет. Я что хотела вам сказать? Я думала, что я подключусь только в конце недели, потому что в основном ребята зарабатывают деньги, потому что нужно... Ну, как нужно? Опять она разделась. Слушайте, что это за ребенок-эксбиционист у нас? Ай. Что я хотела сказать? Мне очень сильно хочется переехать, честно, продать эту ветклинику, завести новую, здесь уже закончить ремонт и съехать в новый город, который мне так сильно нравится. И я ради эксперимента решила, сейчас мы поставим ее делать букетики, я вам сейчас все расскажу. Так, а что у нас? У нас куча этих цветочков, но что-то они ничего нету. Из того, что... А почему нет? У нас вроде хризантема у нас точно есть. Во-первых, у них 2600. Как я обещала, давайте я сразу отниму это дело, чтобы я не забыла. У них должно остаться 55 миллионов. Вот, минус 2600. Все, они долг свой уплатили. И теперь пусть развлекаются на 55 миллионов, как хотят вообще. Как хотят. Ну, давайте маргаритки. Сделаем маргаритки. Она, конечно, есть хочет, ну ладно. Так вот, как обычно, у меня куча мыслей, и я никак не могу вам их все рассказать. А что у меня случилось с туалетами? Расскажите мне, что это? У вас было такое вообще? Что это? Эти там развлекаются. Так вот, боже, что ж такое-то? Я никак не могу. Короче, я открыла без этого... без тимина. Ветеринарную клинику, как вы видите, они уже 10 посетителей обслужили и заработали 1200. Это, конечно, немного, мне кажется, читерством, потому что, ну, как-то типа того, что ветеринарка там работает, это не на учебе сейчас, и как-то, в общем, это может быть немного неправильно, но, учитывая то, что мы очень сильно хотим переехать, мы очень сильно хотим закончить ремонт, то я думаю, что это вполне себе нормально. Единственное, что у нас очень дорого, конечно, техника обойдется. Вот самое дорогое это будет техника. Потому что все остальное у нас как бы уже неплохо. Но технику надо заменить и съехать отсюда. Так, Томин у нас возвращается.
Ох, и длинная серия получится, но крепитесь. На самом деле сейчас уже пятница, мои с Сэмом, с Тымином отучились, они сдали уже все экзамены, сейчас нам придут оценки, и мы заработали целых 6500. Вы представляете? Они прям молодцы. Это было 2 или 3 дня ветеринарки. Это было куча букетов. Кстати, вот только-только, короче, Сэмми научилась делать букеты так, чтобы они были не плохого качества, а хотя бы нормального. А сейчас вот нормально. Перед этим было великолепно, честно, было великолепно. Ну, позовем хотя бы за стол, перед этим было 300 с чем-то, ну, хоть что-то. Она очень хочет в туалет. Мы сейчас дождемся оценок, потому что я уже давно не отчитывалась перед вами по поводу учебы, так как она все-таки идет, они учатся, они все равно доучатся у нас. Малышня уже спит половина. Так, ты тоже хочешь в туалет. Все хотят в туалет. Загадочное место. А еще у нас по-прежнему открыта наша ветеринарка. Я бы ее закрыла. И мы сейчас ее продадим. Потому что мы переезжаем. Но закончим здесь ремонт, как я и говорила. И как раз на этой ноте я с вами попрощаюсь. То есть сейчас нам придут оценки. Я с вами попрощаюсь. И мы тогда... я закончу ремонтик. Мы получили баллы. У нас Сэмми заработала учебный семестр 5 с плюсом, а общий балл по-прежнему 5. Мы один раз тогда чуть-чуть ошиблись, и никак нам не удается это все выровнять. И здесь тоже 5 с плюсом и 5. Видите, они прекрасно учатся. Зубрежка дает о себе знать. И пылесошеньки. Это прям мой идеальный коктейль перед экзаменом. Да, выбираем новые предметы. Я все-таки не хочу 2, точнее 3 выбирать. Слишком это еще много. На 4 предмета. Нам всего 4 предмета. То есть нам 2 недели осталось. Слушайте, не так уж долго. Не так уж долго. Это приятно. Так, и мы остаемся дома. Да, все как обычно. Окей. Нам 20-очку вернут? Вернут. Я всегда ее жду. Так, 2 предмета. А почему у него сразу? Ну ладно. Тоже 4 предмета осталось. Остаемся дома. И платим из бюджета семьи. Все, заплатили? Отлично. Ну что, я лично с вами на этой минутке, на этом моменте, точнее, и прощаюсь. Тем, кому интересно, оставайтесь, смотрите, как мы доделаем ремонт. А следующая серия у нас уже будет из райского местечка, из новой локации. Мы сейчас еще продадим ветеринарную клинику, я съезжу это сделаю. В общем, подписывайтесь, ставьте лайк, не пропускайте следующие серии. Приятного просмотра!